Я вам так соболезную. Да. Спасибо. Как трудно отпускать людей туда, где боли нет, где так спокойно. Нам проживать пустую череду унылых дней. И невыносимо так знойно, больно. У нас свадьба сегодня. Свадьба, говорю, сегодня у нас, а не похорон. Мать. Да, он самый. Я прошу прощения, извиняюсь. Ничегошеньки. Просто с предыдущего мероприятия сценарий взяла. Я сейчас все поправлю. Подержите, пожалуйста, еще Давайте сюда. Быстренько сделаю. Али-ап. Оп! Оп! Радуемся! И теперь в этот радостный добрый час от души поздравляю вас! Вова, Глеба и красавица Даша, и ее молодой папаша запускают любовный баркас! Пу! 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 Вы что, сумасшедшие? Нет. Три одиноких парусника плыли по волнам шоу-бизнеса и, наконец, не приплыли. Их просто прибило к берегу любви. Итак, дамы и господа, мы сегодня создаем новую ячейку Ютуба. Но прежде всего узнаем у отца, готов ли он отдать, так сказать, отпустить от своих мускулистых, красивых рук свою любимую модель. Нет, нет. Вы знаете, Владушка, я хотела у вас спросить, а не ищете ли вы случайно новую модель для своей обложки? Господи, нет. Ну почему я Пожалуйста. такая... Давайте продолжим. Давайте закончим эту церемонию. Очень уже. жаль. Хорошо. Красивая у вас в химии. Вам нравится? Да. Королева Гаргона. Ну, которую мы заслужили. Чу! Кажется, идут женихи. Что вы говорите? Старичок. Здорово. Ой, вы парни. Здорово, да, Чем кстати. пришли-ка вы сюда? Здорово. Кто увлечет вас в это место? Ну, говорите же. Это старорусская традиция, дебил. Невеста! Молодцы. Про невесту просто так не получите никак. А денег-то нет. Коли денег у вас нет, Ух ты накачанная. шлите нам большой привет. Кошелек. Да? Пойдем, Влад. Кошелек, давай, деньги есть. Коли деньги есть, ключ от сердца Даши спрятан. Правда, путь к нему разгадан. Переделываем сценку. Нет. Ибо будет 7 Да, на исходные. Ладно, извините нас. Да что вы, все хорошо. А шоу у нас импровизировано. А шоу — это мясо. Сервелат. Сырой Влад. Шоу «Сырой Влад». Спасибо за импровизацию. Поехали. Взял ты адрес и быстрей. Блин, Ты простите отправил? меня, я вообще не понимаю. Взял ты адрес и быстрей. Ну, ребят, так подскажи, как лучше? Рукой жестикулируй. Так ключ от сердца Даши спрятан. Правда, путь к нему разгадан. Вы теплом любви своей растопите сердце к ней. Взял и вставил Я поле ремарк. адрес и отправил ты чуть-чуть. Я не вспомнил рифму «оп». Я тебя сейчас... Ребята, посмотрите, что у меня в руках. Это молоточки. Я вам даю один молоточек. И этими молоточками вы должны разбить лед. А теперь становимся на исходные позиции. Лицом ко льду, а не к Владушке. И разбиваем лед. Сука! Да. А ты победил. Тебе не кажется, что это не по сценарию? А больше? Вот так. Мочи этот лед. Дураки, что ли, вообще? Это флешка! Они нашли флешку! Аплодисменты! А мне невеста
говорила, что вы парни удалые. Очень. Это сотовый. Киньте ей из кошельков, покажите всю свою любовь. Вот все бабулесики. Так вот, теперь вы будете свою зарплату сбрасывать сюда. Ее надо разломать. Нет, А ты знаешь, что такое гэнгбэнг? нет. Да! Ай да, парни, молодцы. Тили-тили тесто. Клич летит во все концы. Вот она, невеста. Аплодисменты. Аплодисменты. Малышка! Я хочу от тебя детей! Да. Глеб тоже хочет! Да! Мы знакомы? Нет. Но познакомимся обязательно. Отдай нам ее! Влад! Влад, отдай! Влад, отдай! Влад, отдай! Влад, Влад, отдай! Это гиф. Какие женихи у нас, какие знатные. Ну, посмотри. Понятно. Какие они красивые. Внятные. И такие Жесткие. статные. Четкие. Четкие и внятные, да. Четкие. Нет, не четкие, да, и четкие, четкие. Четкие. За каждый размер ее груди вы должны Испанские дать одному листы. обещание. Четкие. По одному обещанию. По одному обещанию для ваших крепких Это реально отношений. Когда крепкие отношения. Так, Вова, обещаешь ли ты никогда не перебивать Дашу, если она что-то захочет сказать? Обещаю. Обещает? Обещает. Хорошо. А теперь, обещаешь ли ты, Глеб, всегда шутить смешно? нет. Ответ. Она передает, что ты А ты, Даша, обещаешь ли продолжать сниматься в Гагарин-шоу, даже если они не выполнят свои обещания? Что они мне обещали? Деньги все это время. Да я видел, Каждый раз. как первый раз. Та-та-та-та-та! Фу! Увы и ах. Друзья, вот и свадьба состоялась. Давайте, наверное... Пойдем пожрем, что ли? Чудесно, Пожрем, это все да, пойдем. чудесно. Объявляю вас новым составом ведущих Гагарин-шоу! Ура! Всем привет! Это 37-й выпуск Гагарин Шоу. И сегодня необычный выпуск, потому что к нашей бешеной команде добавляется сегодня гость, который нас, скорее всего, в гримерке уже ушатал, и поэтому вы сейчас смотрите кадры, на которых мы практически пускаем слюни на коленки. И это наш дорогой, любимый, красивый, понятный Влад Иваненко! Привет. Я тоже хотел сказать однажды слово, будучи на этом замечательнейшем шоу. У нас есть новости классные. Друзья меня позвали, и я их сегодня прочту. И, дорогие подписчики, если вы заметили что-либо необычное, например, если мы берем в разрезе предыдущее наше шоу с Владом Иваненко, в котором он периодически нет-нет, да и отключался из эфира, хотя камера продолжала снимать, напишите, пожалуйста, в комментариях, что изменилось. И, Я с дочкой в Крыму. за самый лучший комментарий вы получите 5000 Вот доги. лучший комментарий. Я с дочкой в Крыму. Все.
Влад, на самом-то деле я Да. хотел сказать нашим зрителям, что ты не скучный и не постный. Спасибо. Вы сейчас говорите про школьную столовую. Ну, судя по эпитетам. топово. По интонации и Не эпитетам. скучный, не постный. Я давеча задумался о том, что вот мы приглашаем... Выхухоль. Мы приглашаем гостей, да, и к Да, нам приходят... примерно я понимаю суть шоу. Да. Вот. В этом и является суть шоу. Просто приглашать гостей. Показать всему миру, что у нас настолько дохуя денег, что мы можем снимать постоянно какую-то постную, ненужную хуйню, и постоянно сюда будут приезжать люди мирового масштаба. Честно, я правда. только что... Да, Тебе чтобы вы... подарок хотела подарить. Какой? Пожалуйста. Это тебе. Это я. Просто это ты настоящий. Ты ж себе... Размазанный Влад! Ну что размазано, нормально. Опять его плющит. Нет, друзья, это очень красивый подарок. Спасибо большое. К счастью, я теперь со спокойной душой отсюда уезжаю, поскольку друзей у меня здесь нет. А я? Это очень не будет. Я о чем? Знаете, почему кажется, что человек не очень адекватный, который сидит с людьми, которые понимают, о чем идет речь? Это совершенно разительная разница с теми, кто вот приходит и слушает их. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что я совсем не понимаю, о чем они говорят. То есть у нас в гримерке, конечно, есть там вино и так далее, но когда они начинают говорить о криптовалюте, непонятно ни хера. Давайте же сегодня сделаем такую передачу, чтобы было наконец-то понятно, о чем идет речь. 2 секундочки. Вот что? Ты тоже не понимаешь. И упала. Я ловлю, если что тут. Давайте Да. же. Итак, друзья, криптовалюта. Это. А что у нее реально в башке дыры? Вы знаете, на самом-то деле, пока происходит все это дерьмо, я вам она скажу хоть одну новая? маленькую правду. Ты посмотри, что он делает. Он сосет ее мозг. Я в мозг налил ром. Вот Друзья, и вся вот правда. в этом суть биткоина. Если вы не хотите вкладывать, можно наоборот сделать. Выводи. Выводи биткоин. из крипты. Сейчас Но- вы наблюдали, но- как происходит вывод алкоголя с биржи. Смотрите, когда он на самом дне, наоборот, Биткоин на самом дне. и опять пьете. Это очень просто. Наоборот. А я всегда говорил, что женщина — хранительница семейного очага. А куда делось все? А я допил, получается. Ну что же, друзья, давайте, может быть, немножечко пройдемся по новостям. Итак, мои новости, друзья. Американский журнал Playboy, он не только американский, но тем не менее, объявил о запуске художественной онлайн-галереи. Давайте заново. Американский журнал Playboy объявил о запуске художественной онлайн-галереи. Галерея. Влад, 2 секунды со мной. Давай покидаемся словами. Давай, студия. Галерея. Американский журнал Playboy, друзья, объявил о запуске художественной онлайн-галереи в форме... Почему с вами такой беспредел всегда? Поехали. Слушай, а может быть, давай я ебану эту новость? Потому что ты же будешь... Американский журнал Playboy объявил о запуске художественной онлайн-галереи в форме невзаимозаменяемых токенов. Партнером журнала... Партнером журнала стала платформа... Нефтефиф. Ладно, давайте, все, собрались, все. Хоп, на Песня. меня, камера на меня. У меня есть сейчас прекраснейшая новость, которую мы разберем с нашим другом, главредом журнала Playboy, и он нам сейчас кое за что пояснит. Так вот, поехали. Американский журнал Playboy объявил о запуске художественной онлайн-галереи о форме невзаимозаменяемых токенов. Партнером журнала стала платформа Nifty Gateway, основанная на блокчейне Ethereum. В ней будет предоставлена обширная коллекция произведений искусства и фотографий за 70 лет. И сейчас самое главное. Журнал пошел в более прогрессивном направлении с тех пор, как семья покойного Хью Хефнера продала свои последние акции Playboy Enterprises еще в августе 2018 года, а команда редакторов-миллениалов придала ему новый облик. Спустя долгое время после своего расцвета в 70-х годах этот культовый журнал пытается заново изобрести себя и найти новую аудиторию с помощью NFT. Смотри, исходя из этой новости, Да. у меня к тебе есть, наверное, несколько вопросов. Да, поехали.
Вот знаешь, что мне не понравилось в тексте новости? Здесь говорят о том, что Playboy продал свои акции, потому что, ну, захерил после смерти Хью Хефнера. Вот скажи, пожалуйста, ты как главред журнала Playboy, владелец этого бренда на постсоветском пространстве, действительно ли так это и есть? То есть, Нет, конечно. Нет, это Нет. все такая типа... Он имеется в виду в оффлайн режиме. То есть то, что мы видели ранее, имеется в виду выпуск журнала. Да, конечно же, стало меньше выпусков, но вы знаете, вы сейчас покупаете пластинки, вам же нравится. Но вот, собственно, мне кажется, приблизительно к этому мы и приближаемся как журнал. Ты хочешь сказать о том, что печатная продукция в какой-то момент станет как нишевая такая дорогая экзотика. история, да. Я думаю, да. В этом-то и суть, потому что тактильные вещи уходят от нас вообще. Ты согласен? Уходят книги, уходит настоящий металл. Уходит то, что кайфово ощущать. Либо становится очень дорого. Поэтому нужно выкупать все выпуски Плейбоя, и через какое-то время они будут стоить дорого. Объясни мне, почему. Потому что их выпускается мало. Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Ну, кто? Но это факт, да. Но я понимаю, о чем ты говоришь. И будет очень раритетный выпуск. А ценители Плейбоя все равно останутся. Он может быть там 5000 тиража, но это будет, знаешь, такой вот... А через 20 лет как альбом Дэвида Боуи ты купил, условно, там, или, не знаю, Queen, твой любимый концерт 91-го года. 85. 85-й, прости. 91-й это Innuendo. Такие вещи, как бренд, который мы обсуждаем, это точно будет. Непонятно, как можно продать его за эфир. Вот я видел, что, объясни мне, продавался. Вот я тебе здесь, смотри, я не еврей. Прямо здесь скажи. Но задам тебе вопрос на вопрос, чтобы мы с тобой подошли к методологии. А Глеб? Глеб еврей. Владеешь ли ты правами на те обложки, которые ты создаешь? Конечно, а как же? И это поинт номер 1. Теперь смотри, следующая ситуация. Вот то, о чем мы с тобой говорим, предметы искусства, обложка журнала. Я в какой-то момент наблюдал такую ситуацию, что на eBay продается какая-то лимитированная серия комиксов. Да, есть такой. Да, и они стоят невероятных денег. Ну, там, типа, прям какие-то миллионы. Вот. И фишка заключается в том, что вот эта вот печатная история и так далее, это крутое произведение, лимитированное. Но, к сожалению, ввиду естественного износа и так далее, даже, то они приходят в негодность, так или иначе. А хочется лицезреть эту обложку через годы в качестве. И вот как недавно, значит, ребята сделали... Они сожгли картину Бэнкси. Да, не сожгли, а порезали до половины. Не-не-не, они ее порезали и сожгли. И она зажглась потом, да? А я просто не помню. Да, они ее сожгли в итоге. Просто мне надо было бежать к вам на передачу. То есть картина Бэнкси исчезла вот в этом осязаемом, понятном мире и появилась в цифре. Секунду, ее купили. Вот, например, картина. Давайте я объясню на пальцах. Покупают и дают там, например, там, не знаю, 600, там, миллион долларов. Хоп, купили. Как только он простучал, картина раз и попадает в шредер, да. И она испаряется и попадает в электронную, собственно, версию. NFT. Да. И об этом мы, собственно, и хотим поговорить, что оказывается, что это достаточно и культурный пласт серьезный, и моральный. Потому что, дорогой мой человек, я хочу сказать одну супер важную вещь. Да. То у вас на слюнях тут клеится. Скажи, пожалуйста, знаешь, почему на сегодняшний день только лишь возникла возможность сохранять вот эти прекраснейшие произведения в электронном виде? Так. Потому что доселе. А мы же 33 года на печи сидели. Вас смущает мой литературный словарный запас? Absolutely nothing. Блядь, у тебя тяжелая кукла. Дело в том, что я живу с ней уже 4 года. А мы можем сделать минутку перерыва, пожалуйста? Чё? У меня просека подошло. Я умоляю. Давай, закончим. Вов, ты не понял. Делаешь вид, Я сейчас быстрее закончу с мокрыми... Быстрее. Моя новость. Роберт Кийосаки прогнозирует рост биткоина до 1 миллиона 200 тысяч
В недавнем интервью автор книги «Богатый папа, бедный папа». Я читал. А я не очень люблю, когда у ребенка два папы. И оба из них ты. Роберт Кийосаки предположил, что в следующие 5 лет биткоин может достичь стоимости 1,2 миллиона. Впервые Кийосаки купил криптовалюту в прошлом году, сука, на уровне 9 тысяч, после того, как в начале 2020 году пандемия фактически сковала мировую экономику. Друзья, кто не знал, она сковала мировую экономику. Это Хотел бы я фамилия? купить его за 10 центов, говорит он, как многие люди, но тем не менее я выгляжу гением, потому что сегодня он стоит около 55 тысяч. Я думаю, что еще через 5 лет он вырастет до 1,2 миллиона долларов, говорит человек, у которого 2 отца. Влад. Не верьте таким людям, друзья. Влад, ты для меня являешься человеком, который максимально начитан и подкован, и у тебя один отец. Скажи, Ты пожалуйста, просто не знаешь, второго он на войне умер. За биткоины. это известнейшая война 2037 года. Электро. Война за биткоины. Так вот, скажи, пожалуйста, знаком ли ты с творчеством Кийосаки? Нет. Ты не читал? Просто Я, так для нет, шара. к сожалению, ну Ты правда. серьезно не читал? Кийосаки, это ж Куросава. это разные люди. Подожди, если на К начинается японская фамилия, это не значит, что Кюрасао это... это страна. Вообще Акира? это не японская, а корейская. Подожди, крабы это тоже не об этом? Крабы — это когда ты заказываешь, Камчат. тебе такой камчатского Нет, несут, крабы это когда ты и он берешь двух такой- девочек вот так вот на руки и держишь. такой и тебе говорят, вы будете, и мы вам сделаем салат, из него суп, и его просто приносят, и ты как бы жалеешь потихоньку. Ты жалеешь суп? Не, ну вот этого краба, потому что он же для тебя жалеешь немножко своих уже, знаешь, мам. родной становится. Я представляю себе Влада, который жалеет суп. Охуенная у нас передача про криптовалюты. На самом деле вы ее смотрите и наверняка не понимаете, что хотят сказать. Именно потому, что все перебивают, все лезут поперед... Батька в пекле. Вот видите, еще раз. Самое главное, что нужно понять. Для чего мы делаем этот проект, эту передачу? Это последняя передача сезона. В этой студии больше не будет ничего. Будет новая студия, будет все новое. Отходи нахуй! Но что мы хотели всеми этими сезонами, передачами сказать? Нужно с биткоином в нашем мире, что вы немножко отсталые, а мы пьяненькие. Да, так и было. Мы показали вам все моменты, которые только возможны. Мы показали вам, как можно быть в измененных состояниях, но тем не менее продавать криптовалюту. Мы показали вам, как можно веселиться, будучи трезвыми. Мы показали вам гомолюбовь. Ну это ж вырежут про гомолюбовь. Конечно. В общем, мы во всех жанрах пытались объяснить, что такое криптовалюта. Если вам на протяжении 37 передач это не стало понятно... 37 я сказал, во-первых. Да, подойди к своему отцу, вот так положите яички его, и так полежите немножко и позагорайте, потому что вы долбаете, к сожалению. Потому что самое лучшее, что можно сделать, это понять, о чем эта передача. Можно быть нормальными, продавая криптовалюту. Нужно быть нормальными, потому что криптовалюта — это часть вашего будущего, о котором вы еще не сведущи, к сожалению. Но мы для того здесь и находимся, для того, чтобы вы поняли, что мы на эту тему уже шутим, а вы до сих пор думаете, что это пирамида Тюльпана, знаменитого. Тюльпана. Мне кажется, что мы до вас достучались. Но с нами уже 8 тысяч человек, брат. Мы самые трушные чуваки, потому что мы тупо сидим и рассказываем вам о самой современной технологии просто по-настоящему. Кий, Щек и Хариф и сестра ихня Лыбедь. Я в министерстве, я не Мы могу идем в говорить. Киевский горсовет. Вся эта передача была для того, чтобы вас разъебать наконец-таки на выборах. Мы как команда президента, только лучше. Кий. Щек. Хариф. Сестра Лыбедь. Сестра есть. Блядь, сестра есть.
души. Только ты так не спеши, чтоб ты не был с Дашей квелым. Мы с ансамблем развеселым разогреем твою кровь, разожгем в душе любовь. Для вас выступает Владимир Карафетов и его шоу! Это Глеба место. Дашку не проебали, уже плюс. А где Глеб? Даша, это не имеет значения, потому что у нас сегодня ночь уединения. Ну, допустим. Даш, давай, раз Глеба нет, мы начнем встречаться, а Влад будет смотреть. Хорошо. На что смотреть? Влад, Да. можно я с Дашкой в ванну пойду? А, ну давай, сходи, конечно. Просто в ванной полежим чуть-чуть. Да подожди, чего ты скрываешься? Просто пойди и сходи. Горит на ухо, если все равно пишут. Просто Мы просто в воде полежим, покиснем. Зачем? Просто И вообще объясни. пофиг. Просто покиснем в воде, как друзья. А, пойди. Обнял. Обнял. Ну что же, вы не ожидали, а рубрика «Ванная» вернулась. И, конечно же, безусловно, здесь обязательно будет раз. И первый вопрос наших подписчиков заключается в следующем. Что грозит тем, кто выбрал биткоин или другие криптомонеты в качестве инструмента для инвестиций? Смотрите, есть несколько важных поинтов. Поинт номер 1 заключается в том, что любой инвестор обладает жадностью. Да еб вашу мать! Ну, ребята, я записываю рубрику. Ой, сижу в ванной. Бля, как я играю, конечно. А Голливудом не пахнет до сих пор. Ну ладно, шутка. Угу, пахнет. Мне, кстати, писали из Голливуда, если кто не знает. Серьезно, я отвечаю. Написали ребята из Голливуда, что хотели бы снять фильм документальный про криптовалюты и хотели бы его снять с моим участием, чтобы я был ведущим 3 серий документального фильма. Прикольно, ты согласился? Нет, потому что они во 2-м письме попросили $500 000. Попросили? Ну, они как бы сказали, что было бы неплохо, если бы у меня было $500 000 на эту съемку. Так вот, что грозит тем, кто выбрал биткоин и другие криптомонеты в качестве инструмента для инвестиций? Ребят, смотрите, в принципе, в этом мире все устроено таким образом, что вами управляет жадность и лень. Первое. Жадность. Вы всегда будете считать, что вы продали дешевле, чем можно было бы продать, и купили дороже, чем можно было бы купить. Это абсолютно стандартный постулат. И лень – это то, что вас заставляет двигаться в сторону криптовалют. Вам не нужны технологии, вам не нужен блокчейн, вам не нужен биткоин. Вам просто лень, поэтому
Рассказываю вам очень просто и доступно. Вы должны выбросить из головы жадность и лень. Лень – это то, что заставляет вас искать пассивный доход. Пассивного дохода не существует. Существует диверсификация рисков. Так вот, когда ты, мой дорогой друг, ходишь на свою работу, работая менеджером по продажам, работая мерчендайзером или PM какого-то проекта, ты и должен продолжать эту свою стезю, потому что в этом ты специалист, это твой хлеб. А биткоин или эфир – это диверсификация рисков. И, соответственно, ты возьмешь, нет-нет, да и на какие-то процентики, например, на 10 или на 5, прикупишь себе этого актива. И ты не останешься в стороне тренда, который происходит вокруг. Ты не останешься в стороне технологий, которая проходит рядом. Но при этом, при всем, ты должен осознавать, что твой хлеб – это твоя специализация, это то, в чем ты являешься специалистом. Правило номер 2 заключается в том, что ты жаден. И поэтому, независимо ни от чего, ты будешь считать, что продавать рано, а покупать уже поздно. Так будет твой мозг мыслить всегда. Продавать рано, покупать поздно. То есть покупать биткоин по $5 было уже поздно. Покупать биткоин по $10 было уже поздно. Покупать биткоин по $1000 было уже поздно. Покупать биткоин по $10 000 вот совсем недавно было уже поздно. Но уже по прошествии времени мы, дорогой друг-то, понимаем с тобой, что было нихуя не поздно, что после 10 000 он вырос на 50, на 60, и было не поздно. Но верно же. Ты, как здравомыслящий человек, видишь, что актив из года в год, из пятилетки в пятилетку имеет положительную динамику. Это твой ключевой аргумент, это твой ключевой инструмент. Ты долгосрочный инвестор. Тебе не важно, ты купил по 5 или по 10, потому что ты знаешь, что ты будешь продавать по 100. Я не агитирую тебя покупать биткоин. Я агитирую тебя быть не жадным и не ленивым. И следующий вопрос. Почему у Глеба залысины это я не читаю? Владимир, вы как владелец IT-компании, скажите свое мнение, реально ли совмещать трейдинг и программирование, если работа в офисе или на 2 стульях не усидишь? Ну, во-первых, я не владелец IT-компании, а совладелец IT-компании. И это, конечно же, некоторым образом меня разгружает. Возможно ли совмещать трейдинг и программирование? Я хуй знает, ребята. Я могу совмещать трейдинг и управление компанией. Просто захотелось себя посыпать деньгами. Это, безусловно, сложно, потому что я сплю каждый день 4 часа, иногда 3. Итого я, соответственно, сплю максимум 20 часов в неделю. И мы переходим к нашей последней рубрике, которая называется «Халява». Если тебе хочется футболку White Beat или мерч Гагарин Шоу, то тогда эта рубрика для тебя. Выберите любимую часть шоу, опубликуйте ее запись в соцсетях и обязательно укажите ссылку на нас, на Гагарин Шоу. В ответ вам придет сообщение, что вас внесли в список смертников. И вы станете участником розыгрыша, который состоится в одном из ближайших выпусков. Разыгрываем футболку White Beat и Гагарин Шоу! Я вас ненавижу. Сраные инвестора. У меня до сих пор нет бизнеса, но я уже купил себе яхту и Макларен. Даша. Владик. Хуяша. Владик. Петух, блядь. Владик. Да. Мы так не договаривались. Ну, давай переделаем. Даша. Это не Даша. Это моя соска. Это моя ночь. Это моя дочь. Вован. Вован. Ва. Вован. Владик. Вован. Спокойно. Вован. Влад. Тебе сделать в горле Вован. синяк? Вован. Вовчик отпел. Карафетыч. Окончание передачи. Соберись. Давай. Мне такое приснилось в ванной, Влад, со мной, или не приснилось? Это не Влад, это я была. Вот и подошел к концу 37-й выпуск Гагарин Шоу. Конечно же, не просто, ребята, каждый раз приходить в эту студию и с Смотреть умным на вас. ебальцем рассказывать вам про криптовалюты, потому что наша передача будет жить бесконечно. Знаете почему? Хотел бы извиняюсь. уйти. Если хочешь идти, иди!
Если хочешь забыть, забудь. Мои дорогие друзья, вы прекрасно все знаете, вы с нами уже сраных 37 серий. И мы бесконечно вам говорим о том, что это наше хобби и так далее и тому подобное. И нам не взападло тратить свои бабки. Но, блядь, ну это же так приятно, когда вы ставите лайки, когда вы подписываетесь, когда вы делаете колокольчики. Если бы мне кто-нибудь сказал, когда я работал выкройщиком швов на дубленках, что я буду сидеть в ванной с ненастоящими долларами и просить меня подписаться, я бы сказал, иди нахуй, это невозможно. А сейчас я прошу, просто прошу. Просто прошу. Уже, просто прошу.